Слава Украине, привет всем от Полонского. Две ядерные страны, две ядерные державы практически на пороге войны. Чуть не сказал ядерной войны. Ядерной войны не будет, отставить, да? Я совсем не имею в виду там Россию и Китай, Россию и США, Китай и США, нет. Нет, не эти страны. Индия и Пакистан. Индия и Пакистан давным-давно имеют, мягко говоря, недружеские отношения с первого дня своего существования. Интересно, что в 1947 году Пакистан был образован раньше Индии. Это была все большая британская колония, имеющая общее название Индия. Да, тогда британцы не заморачивались с названием, это все была большая Индия. Вот. Что имеется в виду под Индией? Под Индией имеется в виду как Индия, так Пакистан, так еще и Бангладеш. Да? И это с гигантским населением, в десятки раз превышающим население Великобритании. Вот. И в 1947 году британцы под давлением народных масс, так сказать, помните, вот Джавахарлал Неру, всегда спрашивают, кого там Джавахарлал, этот самый Неру? Британцев. Шутка. Да, так вот, под давлением народных масс, такого вот сопротивления, не воинственного в Индии, британцы оставляют Индию саму. Но интересно, что сначала образовывают Пакистан отдельно, а на следующий день Индию. Да, ну понятное дело, что Индия в 1000 раз древнее Британии. Вот мы просто говорим о вот этом периоде истории, когда Индия получила политическую независимость в 20 веке. До этого она была колонией Великобритании в течение нескольких сотен лет. Периодически возникали восстания, восстания сипаев, например, и так далее, которые угрожали британцам, но к успеху не привели. Вот. А в 1947 году прошлого века Индия и Пакистан получили независимость. Но получили они ее, как вам сказать, в таком же стиле, в каком получили независимость очень многие африканские страны в свое время. Вот как их колонизаторы там сочли нужным поделить. Вот так и поделили. Здесь тоже они, в принципе, точно так и поделили. Британцам показалось, что вот так правильно, вот так они эту страну и разделили. И получилось два государства. Заметьте, не три, Индия, Пакистан и Бангладеш, а два. Индия и Пакистан, а Бангладеш стал Восточным Пакистаном. Вот это интересный момент. Бангладеш, который по населению никак не меньше Пакистана, приблизительно такой же, может чуть меньше, да, стал колонией как бы Пакистана. Был сначала британская колония, потом стал пакистанской колонией. Вот. Ну и у Индии, и у Пакистана, да, на каком принципе делили? Все довольно просто. Индия в основном индусы, Пакистан в подавляющем большинстве, в том числе Бангладеш, мусульмане. Вот таким вот образом их как бы разъединили по именно религиозному принципу. Потому что по национальности, ну там очень многие народы, они живут и тут, вот, и в той стране, и в той, но вот религия разделяет капитально. Интересно, что государственным языком в Индии является хинди, а родственный ему урду является государственным языком в Пакистане. У бенгальцев в Бангладеш совершенно другой язык. И у них там много языков вообще. Не надо понимать, что вся Индия говорит на хинди, а Пакистан на урду. Это бред сумасшедшего. Там миллион языков. И тот же урду в Пакистане не самый распространенный. Но не суть. Да, получается, что значит, их разделили. А потом пакистанцы, значит, было несколько войн 1947 года. 1947-1948 года между Индией и Пакистаном с Джамму и Кашмир. Это север Индии и север Пакистана. Там интересный момент. Там есть штат, в основном населенный мусульманами. Но Индия, на него претендует как Индия, так и Пакистан. 1947 года. Была война, они его разделили между собой. Большая часть Пакистана, меньшая часть Индии. Ну так, большие куски каждый отхватил. Вот. И каждый остался страшно недоволен этим результатом этого раздела. Значит, южная часть Кашмира отошла Индии, северная часть, соответственно, отошла Пакистану. И еще часть от Пакистана отхапал Китай. А Индия претендует и на то, что Китай отхапал. Там Китай не так много, но 1500 квадратных километров тоже отхапал. Вот. И было две войны крупных, это 47-48 года, а потом еще одна война в 65 году была. Вот так оно где-то все и осталось на тех же местах, где и сегодня. Штат гористый, и каким-то образом поменять там линию фронта и как-то продвинуться, все это проблематично. Да.
И в 1971 году была еще одна большая война. Это уже когда Бангладеш отделился от Пакистана. Тут, значит, пакистанцы начали очень сильно кошмарить Бангладеш. Это абсолютно разные народы. То есть пакистанцы и население Бангладеш. Тут бенгальцы живут в основном. Хотя опять-таки миллион народов и миллион языков. Вот. И, собственно говоря, пакистанцы их сильно кошмарили. И они бы их, может, и задавили бы там. Но сыграла свою роль две вещи. Первая — удаленность Бангладеша от Пакистана, то есть надо плыть вокруг всей Индии. А второй момент — сама Индия. Индия просто пришла на выручку, перекрыла доступ пакистанским войскам к провианту, к амуниции и так далее с материковым Пакистаном. И, собственно говоря, очень быстро пакистанские войска в Бангладеш сдулись, подписали капитуляцию, Бангладеш стал независимым государством. Интересно, что от этого вот разделения, ну, никто не выиграл, никто не проиграл, все страны нищие, в том числе Индия, по нашим понятиям, конечно, нищая, вот, за редким исключением. До сих пор не очень богатая страна. Пакистан беднее Индии, ну а Бангладеш вообще беднее и грязнее всех. Тем не менее, тот же самый Бангладеш шьет половину мировой швейки. Кстати, вот я не знаю, Трамп наложил на них там санкции, не наложил, я как-то не интересовался этим моментом. Если наложил, значит, американцы будут за все, что у них есть, за все шмотки, которые у них есть, будут платить больше. Но это уже дела Трампа и американцев, да. Вот. И таким вот образом, благодаря Индии, получился еще и Бангладеш. Но чтобы вы не думали, что там очень хорошие отношения, вот говорят, там стена есть между Израилем и Палестиной, между Египтом и Газой, да. Это все фигня, ребята, это не стена, вот, которая там разъединяет, вот в районе Иерусалима, если кто знает, там стена идет между Рамаллой, Иерусалимом, и тогда там вот эти районы Невояков, Писгадзеев, они все отделены от Рамаллы, с тем, чтобы террористы не заходили, там стена такая, не знаю, метров 10 высотой. Вот. И все говорят, что это там апартеид, или там то, что Египет от Газы отгородился, тоже там 3 ряда стены, но эта стена-то длиной сколько там, километров 30, наверное. Это все фигня, это не стены. Да и стена вокруг Берлина, которая была при Советском Союзе, это тоже, ребята, фигня, это ничего. Самая большая стена в мире находится между Индией и Бангладеш. Ее длина 4000 километров, ну там больше. Ну, граница извилистая, она не такая уж длинная, но вот благодаря тому, что она извилистая, она вот, очень длинной получилась, да. Не выглядит длинной, но является таковой. Вот. И, собственно говоря, это с тем, чтобы из Бангладеш нищета не бежала и так-то небогатую Индию. Ну вот представьте себе уровень жизни в Бангладеш. Но мы возвращаемся к Индии и Пакистану. У них были традиционно, ну вы видите, сколько войн за это все время, плохие отношения. Вот. И Индия раньше стала ядерным государством, Пакистан им стал в 1998 году, как тогдашний премьер говорил, мы лучше будем жрать траву, но мы сделаем ядерную бомбу, они ее сделали. Сейчас уже никто их, как говорится, уничтожить не может, в принципе. Вот, и никто им уже не говорит, что у них там ядерная бомба, незаконно, бла-бла-бла, и кока-кола. Никто им такого не скажет, потому что они дулю скрутят. Вот, короче, в Пакистане есть атомная бомба. А вот последний конфликт, который произошел, ну, к сожалению, очень печальный. В штате том же Кашмир. Там очень любят отдыхать иностранные туристы. Место, конечно, забойнейшее, очень красивое. И люди туда со всего мира приезжают отдыхать. Вот. И было очень много иностранных туристов. На них нападают террористы. По всей видимости, промусульманские. По всей видимости. Тут трудно сказать, кто они такие. У меня таких данных нет. Но поскольку они как бы заехали туда с разрешения официального индийского правительства, то как бы подразумевается, что противоположная сторона на них напала. Это было вот пару дней назад. Убивают 26 иностранных туристов. Вот. Там не только там и иностранные туристы попали под раздачу, и местные индусы, которые были, то обслуживающий персонал, и индийские туристы, которые побогаче тоже там были. Короче, страшное дело. Много 200-х, много 300-х. Индия моментально обвиняет Пакистан в том, что произошло там на Кашмире. Вот. И, собственно говоря, приказывает всем гражданам Пакистана, а сейчас, слава богу, граница между двумя странами в очередной раз открыта. Она много раз открывалась, закрывалась. У них, кстати, очень такая красочная церемония открытия этой границы, закрытия вечером. Вот, и можно ее было пересечь и товарам, и услугам, и людям, да. Но вот сейчас опять, до 29 числа, всем гражданам Пакистана предписано Индию покинуть.
Если нет, значит, арестованы будут. Аналогично индийским гражданам, находящимся в Пакистане, то же самое на выход. Что произойдет после 29 числа, я вот с этого начал, это же как бы конфликт между двумя ядерными государствами. Понимаете, если бы это был первый конфликт, или второй, или там третий, то тогда, ну, если бы третий уже всем понимали, а это уже 23-й конфликт между ними, или война, или полувойна. И все прекрасно понимают, чем это все кончится. Это кончится определенным, возможно, кончится только блаблаканьем и угрозами. Вот, возможно, кончится какой-то перестрелкой, возможно, даже с применением тяжелой артиллерии. И у тех ее в достаточном количестве есть. Вот, а потом они опять договорятся и опять помирятся. Если кто-то боится, что там вдруг с того ни с сего начнется ядерная война после 29 числа, или же там, ну, полетят там атомные бомбы туда-сюда, этого не произойдет с вероятностью 100%. Этого не будет. Вот. И для них вот такие вот конфликты, они, я еще раз говорю, это уже не первый раз. Поэтому это, к сожалению, так это есть. И туристы, которые едут вот в эти штаты, как на север Индии, вот этот штат Джамму и Кашмир, так и на ее крайний восток. Там тоже действуют сепаратистские группировки, и, в принципе, любой турист, который едет туда, вот туда за Бангладеш, в эту часть Индии, которая там в кармане, как в таком своеобразном кармане, там Мьянма, Бангладеш, Индия и так далее, там масса сепаратистских группировок, поэтому эти туристы берут на себя довольно большой риск, понимая, что они могут просто стать разменной монетой вот в разборках между государством и теми либо иными сепаратистскими группировками, которые действуют на территории любой из этих стран. Ну не в Бангладеше, а вот в Мьянме так точно, и в Бирме точнее, вот и в Индии так точно. Они действуют, вот собственно говоря, вот эти несчастные люди, которые попали под раздачу. С другой стороны, на севере Индии, они именно в таком плане и поплатились жизнью, ну вот ни за что, просто так, из-за конфликта, к которому они не имеют вообще никакого отношения. Ну а для нас как бы просто информация такая. Путину это радостно, потому что подобные вещи отвлекают весь мир от войны в Украине, но еще раз говорю, я не верю, что это перерастет в большую войну. Скорее всего, это будут громогласные заявления, может быть, чуточку постреляют, дули друг другу показывают. Ну, собственно говоря, на этом и все.